Всем привет! Меня зовут Наталья, я являюсь создателем и руководителем данного танцевального пространства Calypso Dance School. Также по совместительству я немножко тренер, занимаюсь, нет, не так, веду занятия по Exotic Pole Dance, сочетаю в них и растяжку, и силовые, и, естественно, мы учим сам танец. Почему у меня так, почему у меня нет отдельного часа растяжки? Потому что это мое сугубо личное решение, я решила вести классы по 1,5 часа. В данном ролике я хочу рассказать вам о своем пути, как я вообще пришла к тому, кем я являюсь, как я пришла к такому детищу огромному в нашем городе. В общем, проговорить свой путь. Первое. Я пришла на занятия, вообще так случайно забежала. У меня подружка ходила на полденс, когда он только начал открываться в нашем городе. Ходила вся такая перемотанная, в бинтах, в синяках. Я не понимала, что с ней происходит, пыталась у нее узнать, она мне не говорила. А тогда очень было стыдно говорить, чем ты занимаешься, потому что, полденс же а-ля это стриптиз. И, в общем, она мне сказала, что она ходит на полденс туда-туда-то. А данная школа мне давала ссылку о том, что вот приглашаем на занятия, но я сама была тогда стереотипного мышления и думаю, куда танец на пилоне, шест, фу, стриптиз, какой ужас, я туда не пойду. И не верила, что это сложно. В общем, перемотанные руки, синяки меня убедили в том, что это может быть сложно, и я пошла на пробное. Мне понравилось. Я втянулась прям сразу же, моментально, как пришла на пробное занятие. И захотела уже посещать дальше. Затем, не помню уже почему, какая там ситуация была, я не могла попасть на занятия, то ли меня не брали, не писали, то ли что. Постоянно писала об этой студии, чтобы меня взяли, дальше, чтобы я уже купила абонемент и начала заниматься. Меня не брали. Наконец-то я там через других тренеров достучалась, меня взяли. Я начала ходить. Через полгода или даже раньше, не, наверное, даже раньше, я спросила, а можно ли стать тренером в данном заведении? На меня руководительница так посмотрела, все возможно, и все, больше никаких ответов не было. Через полгода, вот это точно через полгода, я помню, случилось, меня пригласили стать тренером. Я, конечно, просто там опешила от радости, у меня эмоции просто били, в голове еще информации нормальной не было, но я была счастлива и пошла в тренерство. И этот путь тренерства проделала через практику, через себя, через других девчонок, постепенно придя к такой форме тренерства, как и сейчас я преподаю. То есть у меня есть определенный формат своих занятий, под который я подстраиваю всех девчонок, моих, кто ко мне именно ходит заниматься, и мы занимаемся. Насчет тренерского состава, я просто им говорю, важная составляющая, что желательно, чтобы было в тренировках, и все. И все, и начала я преподавать. Множество классов, куда я только не ездила, сколько я денег вбухала в эти классы, это кошмар просто. У меня вот, если не постесняюсь сказать, вот такая стопка просто сертификатов с классов, на которые я ездила. В том числе ездила на соревнования, грамоты мои висят при входе, и некоторые сертификаты из тех обучений, которые я прошла. Также я проходила онлайн-курсы на тренера в том числе, полденс именно. И также я переквалифицировалась на педагога по физкультуре. Есть официальная корочка, хотя сама по себе первоначальное мое образование это было таможенное дело, но туда душа моя не лежала, моя душа всегда лежала к пилону, к этой нагрузке колоссальной. Мне нравилось, что это сложно и нравится до сих пор, и что здесь очень много вариаций, всяких разных, что только можно не делать с этой трубой внизу, вверху, неважно. Пилон — это очень разнообразно, это очень интересно. Вот, например, тот же тренажерный зал меня никак не может зацепить, потому что там постоянно одно и то же, а здесь всегда есть разнообразие элементов, танцевальных переходов. Вообще просто как пилон развился, это очень круто. Касаемо соревнований, побыла я на соревнованиях. Сначала я этим горела, сейчас я этим не горю, мне не нравится соревноваться, хотя зарекаться нельзя. Может быть, когда-нибудь я все-таки еще поеду, но пока что я не в ресурсе для соревнований, мне это неинтересно. Хочу еще немножко добавить насчет своего пути. В этом вот всем танцевальном мире я уже 9 лет точно.
Начинала вообще с нуля. То есть у меня не было никакой-то там специальной подготовки. От природы у меня сильный был пресс и сильные бицухи. Хват был очень слабый. И я к этому всему пришла просто потому, что я люблю спорт. Все. Из прошлого у меня танцы восточные, буквально 2 года, ну и там стрип-классика без каблуков 1,5 года. Ну это вообще ничего. Без каблуков я считаю, что это ничего. Вот. Как-то через время, после тренировок, я поняла, что я хочу свою школу, но мне было очень страшно открываться самой, и этот путь я прошла с человеком, с которым я понимала, что мы можем разойтись, потому что, ну, мы оба, так скажем, лидирующие, доминантные, как это сказать, два льва, я не знаю, как это объяснить. А, Договориться могло быть сложно. Если первоначально я думала, что мы сможем договориться, через время я поняла, что становится все хуже и хуже, сложнее и сложнее. В итоге пришлось разделиться и мне пойти своим путем. Но, конечно, я понимала, что я не справлюсь без команды. У меня были перед глазами люди, в которых я видела тренеров, и эти люди со мной пошли. И постепенно образовался вот этот танцевальный дом, танцевальное пространство. Я не могу это сказать, что это студия, потому что ну, она очень большая. Наша большая школа этого города. У нас 2 зала, а, везде по 7 пилонов. Я за то, чтобы каждому человеку было комфортно. У нас 1 человек на пилон, ну, плюс тренер, да. Но тренер не обязан, на самом деле, быть постоянно с вами танцевать, потому что, как минимум, мы тоже люди, мы тоже устаем. Мы вам даем информацию, постепенно вы ее принимаете, дальше вы уже отрабатываете все сами. В этой школе не было ничего по факту голых стен, их даже туда тоже вот не было. Это все было создано руками строителей, арендодателя, моего мужа и мной. Постепенно у меня начали пополняться люди. Постепенно, там, не знаю, с 3 групп у меня, с 3 у других девчонок стали вырастать группы, больше появляться народу. Под друзья друзей зовут, вообще сарафанное радио — это самая лучшая реклама, которая есть. Я стараюсь давать рекламу через отчетные концерты, через паблики какие-то, рассказывать о нашей школе, потому что многие люди до сих пор не знают, что это, откуда это и как оно вообще подается. Мы пытаемся давать людям любовь к данному делу, приучать дисциплине, потому что в данном спорте только человек сильный духом сможет выдержать, потому что, еще раз повторяю, здесь достаточно сильные нагрузки. Это может заменить вполне тренажерный зал, но в тренажерном зале вы работаете с железом в плане как доп. Вес. Здесь вы работаете со своим телом. Все равно это разная нагрузка, задействуются по-разному мышцы. Люди, которые приходят со спортзала, они бывают в шоке от того, какая нагрузка здесь у нас. Потому что, ну, правда, работают разные группы мышц. Там одно, тут другое. Даже если вы там 5 лет в тренажерке отзанимались, вы придете сюда и подофигеете немножко. Вот. Если касаться не полденса, а именно как пол-экзота или фрейм-ап стрип, где именно танцы, хоряга, здесь тоже помимо силы простраиваются новые нейронные связи, потому что головой дать импульс там в ногу, параллельно двинуть головой еще рукой, это прям вот практика, которую нужно нарабатывать. Если человек в детстве не занимался танцами, то как бы здесь будет поначалу даже сложновато. Но если вы будете всегда стабильно ходить на тренировки, у вас не будет отката, вы будете постепенно идти вперед, и у вас все получится. Никто не говорит, что не будет такого, как так называемая плата. У нас есть такое понятие, когда вы что-то делаете, а ничего не происходит, никакой взрывной силы там не случилось, элемент не получился и прочее. Через время, через 100-500 подходов отдохнете, еще что-нибудь там произойдет, и опа, чудо случилось, у вас получилось то-то, 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 а потом, когда вы на видео смотрите, как вы начинали, и через год, допустим, результат, вы увидите глобальную разницу в вашем развитии. Но это будет только если вы будете, только если вы будете постоянно посещать без пропусков, либо там с минимальным количеством пропусков, потому что, как говорится, отпуск никто не отменял. Насчет педагогов. Все педагоги у нас абсолютно разные в плане стилистики. Так уж получилось, что все мы разные. У Алисы свой стиль, у Велиры свой стиль,
А Вилли вообще у нас универсальный танцор. Она и полденс, и экзот совмещает. У Даши Киреевой свой стиль, у Даши Ухабовой свой стиль. Саша вообще такая изящная у нас вся. Каждому тренеру, к которому вы придете, вы получите что-то свое. И в этом плане круты замены тренеров. Когда по каким-то обстоятельствам нужно заменить тренера, приходите на замену, вы получите новый какой-то опыт. Каждый тренер по-своему объясняет. То, что вам объясняет один тренер, и вы, допустим, все равно не можете понять то или другое иное, подойдете к другому тренеру, вам объяснит тренер с другой стороны. То есть посещение всех тренеров – это круто в плане вашего развития. То же самое посещение мастер-классов, видеодней, вы тоже саморазвиваетесь, потому что вы получаете новый опыт. Кто-то стесняется, на видеоднях вы боретесь с этим стеснением, принимаете, что тут все свои, тут все друзья, и спокойно танцуете в этой обстановке. Мы стараемся максимально делать дружественно нашу атмосферу, уютно. Организуем фотозоны, фотопроекты для вашего комфорта, чтобы вам было здесь максимально уютно, как дома. Поэтому я и хочу называть это место как танцевальный дом. У нас многие тренера тут реально, живут. Я до беременности тоже тут жила и тренировала до 8-го месяца беременности. Потому что, я свою жизнь без этого просто уже не представляю. Это моя отдушина, это мое детище, в которое вкладывается множество сил, энергии, ресурсов. И я очень буду благодарна каждому, кто будет выбирать наш танцевальный дом и идти с нами в танцевальное развитие.